Привет, друзья! Отличный денек. Узнаете цвета? Итак, друзья, привет! С вами Файоныч. Сергей меня вынудил записать это видео. Это видео про 9 самых грубых ошибок фотографов во Фликере. Я решил это записать видео, поскольку вопросов все равно, несмотря на то, что у меня огромное количество видео по русскоязычному продвижению во Flickr, и, собственно говоря, вся теория, как эта система работает, что нужно, для кого не нужно. В общем, друзья, смотрите, если вы фотограф, смотрите особенно, потому что люди, которые просто пользуются как хранилищем Flickr, это одна часть. А те люди, которые хотят развиваться как фотографы, стать узнаваемым, достичь каких-то успехов, продавать свои фотографии за деньги, ну, смотрите, я думаю, что у вас все получится. Начнем. Значит, смотрите, центральная страница Flickr, у меня сейчас открыта она в браузере классическом, но есть специальное приложение, которое тоже достаточно удобное, и я пользуюсь в основном самим приложением, это действительно классно. Приложение выглядит следующим образом. Значит, центральная страница обычная, да, ну вот на примере моего Flickr посмотрим, да. Первая ошибка. Когда вы регистрируете во Flickr, надеюсь, вы посмотрите мое видео про регистрацию, про все остальное, вы видите, как правило, какие-то, ну, я вам покажу сейчас в качестве примера, первая ошибка. Первая называется оформление. Первая ошибка – это оформление. Ну, как пример, вот я вам покажу, вот люди, которые на меня подписались, да, что-то комментировали. Или, например, нажмите на фейвы, да, ну и посмотрите, например, то, что выделяется из тех картинок, которые вы здесь видите. Ну, в основном вы видите портреты, да, людей. Почему портреты важны? Потому что когда вы будете обращаться к людям, когда вы будете писать комментарий, или люди будут ваш комментировать, если вы укажете какое-нибудь очень сложное, заумное, невыговариваемое или не написанное наименование, то, как правило, люди не будут это забивать, не будут запоминать вас. Ну, здесь можно вот перечислить, да, вот кому понравилась моя последняя фотография, крайняя, да, которую я делал. Ну, вот, кстати, Сергей, вот. На примере Сергея разберем. Смотрите, стандартный фон, который есть, здесь его нету. То есть, ну, какие-то шарики. Обязательно сделайте заставку. Выберите какую-то фотографию фоновую. Там, ну, в моем случае это как бы заставка дерева, которое уже спилили. Да? Вы можете выбрать там, не знаю, все что угодно. Найдите там в конве там какие-то. Но лучше, конечно, свои фотографии. Значит, оформление – это самое важное в вашем Flickr, если вы хотите развиваться. Ну и обязательно сделайте фотографии, потому что фотография, здесь имя есть, но фотографий нет. Если мы перейдем даже на мою, и фотография здесь есть, да, но у меня фотография дублирована еще и на фоне. Вот видно, да, здесь на фоне. Значит, что еще особенность оформления? Во-первых, фотографию не меняйте часто. Это не Инстаграм, это сообщество, где вас будут запоминать по фотографии. И обязательно оставьте ее в таком виде хотя бы на ближайшие полгода, чтобы когда вы наберете там несколько сотен человек, к вас уже узнают, к вам привыкнут. После этого можете там выдавать какие-то значки себе придумывать вместо фотографий, когда вы будете уже известны в этой сети. Как пример я приведу, вот, например, ну давайте вот эту фотографию посмотрим, кому понравилось, да. Так, ну вот видите, Кристиан Карун, да, известный фотограф, уникальная техника, очень интересный стиль. Ну, его знают все, у него 56 тысяч подписчиков, да. Ну, все хорошо. И фотография человека, который жизнерадостный, настоящий фотограф. Другой человек, который мне тоже импонирует, сейчас найду его. Да тут, в принципе, все нормальные. Вот ЛЛ, да, сокращенно, но действительно делает фотографии редко, но очень метко. Практически все фотографии попадают в Explore, так или иначе. Не набирают достаточно много просмотров. Интересный стиль очень. Поэтому фотография важна обязательно. Ну, вот, кстати, фона, видите, вот такой фон абстрактный, грубо говоря, урбан. Значит, смотрите, Майк Кимптон, да, нет фотографии. Ну, это не очень хорошо, потому что, ну, есть люди, которые скрывают себя, но на самом деле, конечно, это признак ненормального состояния. Особенно плохо, когда фотография какая-то, вместо фотографии какие-то значки или какие-то непонятные вещи. Ну, здесь, видите, слава богу, у меня таких людей нет. Ну, вот эта группа Fusion of Horizon, да, ну, делают они какие-то фотографии, но здесь какой-то знак вместо фотографии, ну, нормально. Хотя у человека много просмотров, много подписчиков. Арка Биттек, вот видишь, тоже
тоже какие-то вещи есть. Но оформления нету. Вот эти ромашки это стандартные. Ну, система не будет вас поднимать. Вы понимаете, что если вы хотите продвигаться, вы должны следовать правилам, которые система видит. Она робот, она не человек. Поэтому обязательно прислушайтесь к тому, что я вам говорю про оформление. И в качестве оформления вы можете, конечно, куклы какие-то использовать. Ну, вот в данном случае из Японии человек снимает там много чего. Ну, такое у него кукла японская, да. Так, ну, основная масса людей, вот, кстати, вот Изак Игур, из Швейцарии, очень интересный фотограф, совершенно фантастические пейзажи, он профессиональный фотограф, но вот видите, в качестве аватара он выбрал вот такую вот в маске себя, ну, ничего страшного, да, но оформление есть, все равно видно, что снимает человек горы, там, это как минимум пейзажная фотография. Дальше, значит, что касается описания, вот на примере Изак Игура, смотрите, дальше идут слова, да. Здесь вы можете разместить массу всяких интересных вещей. Здесь он пишет, ну, французский мой плохой, простите меня, но я профессиональный фотограф, да, я разговариваю по-английски, напишет «Parlez-vous de français», Швейцландия, ну, вы поняли, короче, швейцарцы. Дальше он приводит описание о себе, да, как долго он находится в фотографии. Ну, 40 лет он находится, из них последние 28 лет серьезно занимается. Дальше описание приборов, которые он использует в технике, да, Никоны, там, объективы, вы можете тоже это указать. Дальше вопросы какие-то, фразы от его, скажем так, приоритеты, да, он перечисляет Генри Картье Брессона, Франка Анселя Адамса и подобного, да. Ну вот он пишет, да. Дальше, после этого у него есть группа своя, он делает ссылку на группу. Вы это тоже можете сделать, если будете открывать группу. Некоторые даже фотографии размещают. Это все описание ваше, все ваше описание, которое влияет. После этого вы можете вот флаг контрас, так называемый, установить, он тоже возможен, да, где будет отслеживаться количество людей, которые посещают его страницу с разных стран, да, тоже такой вариант. Посмотрим на примере моем, как я сделал. У меня в первую очередь идут заставки и прямые скрипты на переход на мои соцсети. Это Join Clubhouse, дальше Instagram, YouTube. Просто прикоснувшись к какому-то из этих вещей, вы попадаете сразу же на, например, мой канал, да, и можете посмотреть. Люди будут знать, что я, как бы, и, может быть, даже не владея языками, посмотреть мои видео, которые я делал недавно, да. Значит, дальше. Смотрите дальше, что. Если развернуть полностью, то у меня здесь фраза, ну, как бы, по поводу фотографий, что касается света и Гёте, да, ну, можете перевести. Дальше кратко на английском языке, на русском языке у меня здесь выложены мои тезисы, которые я считаю важными в фотографии. И после этого я пишу благодарности людям, которые просмотрели мои фотографии. Вот мое развитие, да, 23 января 19 600 тысяч, потом в феврале 1 000 000. Ну и дальше с периодичностью в полгода по 1 000 000 прибавляется. Вот, собственно говоря, это описание позволяет людям понять, кто я, зачем я и что я делаю в фотографии. Значит, ну давайте от описания оформления, да, перейдем к следующему. Второй пункт – это активность. Значит, если мы перейдем сейчас с вами на брауз-страницу, да, мы можем набрать, вот, посмотреть обо мне, да. Но активность подразумевает, что вы там присутствуете во Фликере, что вы комментируете, вы смотрите фотографии, следите за тем, что происходит в ленте Explore. Да, вот в данном случае это лучшие фотографии 500 со всего света, каждый день они обновляются. Поэтому, если вы их просто просматриваете, это одно. Если вы просто пролистываете, это другое. Если вы находите какую-то фотографию, задерживаете на ней взгляд, открываете ее, это третье. Дальше, если вам что-то понравилось, вы можете написать собственными словами. Или, например, выбрать из заготовок каких-то, которые у вас есть, что касается, например, поздравлений. Да? Ну, стандартно на английском у меня есть здесь фразы, которые могу скопировать и вставлять уже при комментарии на моих фотографиях. Причем это сделать могу не обязательно в браузере. Я пользуюсь это в приложении, мне удобнее как бы в приложении, но тем не менее я могу это сделать точно так же. Это все является вашей работой и вашим присутствием во Фликере. Система это видит, она определяет ваше время, определяет стили, то, что вам нравится, то, что не нравится, какие жанры, что вообще как. И несмотря на то, что вы думаете, что вы умнее ее, уверяю вас, она умнее вас намного. Вот, например, как выглядит это в программе, не в браузере, а в софте.
Почему желательно, конечно, смотреть Explore? Потому что в Explore действительно вы сможете найти своих подписчиков, потому что люди, которые попадают в Explore, это отдельный разговор, кто туда попадает. Они будут на радостях возвращаться и что-то комментировать в ваших фотографиях, если вы что-то им напишете по какой-то причине. Даже если у вас какие-то заготовленные есть стандартные фразы, да, то есть, но все равно это будет реакция ответная, потому что Flickr – это дружелюбное сообщество для фотографов. Это не какая-то помойка, это не просто хранилище данных, да, которые считают. Нужно понимать это. Это действительно сообщество людей, которые болеют и живут фотографией и занимаются ей всю свою сознательную жизнь. Это что касается активности. Дальше, комментарии. Только что вам показал, как это действует, но на самом деле, грубое слово, да, паразитное. Комментарии, конечно, вызывают эмоции, и если вы что-то пишете, да, а что-то особенное напишите человеку, необычное, может быть, на своем языке, без разницы, каким вы владеете, Flickr умная система, поэтому какие-то фразы, которые вы видите, она запоминает, и в принципе, если не делать, чтобы не делать ошибок, она вам подсказывает. Поэтому действительно, полистав ленту Explore, потратив на это, у меня это уходит это в день, с утра там я могу пролистать, посмотреть там минут 15-20, отметить какие-то работы, которые мне понравились, может быть что-то написать, и это не занимает много времени, но в статистике это будет сразу отражено, абсолютно точно. Давайте, чтобы не сжать наше видео, я покажу, успею все показать вам. Так что комментарии очень важны. И ваше присутствие во Фликере, конечно, не только просмотры, это, конечно, комментарии. Друзья, все, что я говорю, относится к людям, которые творцы. Те люди, которые заходят в Фликер что-то украсть, что-то как бы повзаимствовать, что-то скопировать, что-то сохранить где-то на каких-то сайтах, это не для вас. Я видео записываю для людей, которые хотят вырасти, зарабатывать деньги на фотографии и, собственно говоря, получать от этого кайф. Значит, четвертая ошибка – это видео. Значит, есть возможность сохранения видео, но вы должны понимать, в бесплатной версии Flickr это 1000 фотографий и определенное ограниченное количество объем. Это небольшой объем. Я раньше выкладывал, и есть люди, которые выкладывают видео. Я, честно говоря, не запрещаю это делать, но могу сказать, что само по себе хранилище, оно ограничено. Если зайти в мою статистику, например, да, которая открывается в режиме Pro, если вы посмотрите внимательно, вот здесь вот видите, у меня тут такой кружочек, где имя, да, и вот здесь Pro написано. Это версия Pro. Я настоятельно рекомендую всем людям, которые хотят развиваться, внимательно послушайте, развиваться в фотографии и попадать регулярно в Explore в периодичности от 16 до 25 дней каждый месяц, поставить себе версию Pro. Даже если вы не профессионал, как я, и любитель, но вы хотите развиваться, хотите привлечь сюда людей к себе, обратить на себя внимание, получить статистику глобальную, которая покажет вам, кто ваш смотрит, как ваш смотрит, поставьте версию Pro. Она годовая. Годовая подписка около $70. После этого вы увидите, какие фотографии интересны вашим людям, вы увидите вот эту и расширенную в том числе статистику, да, увидите, с каких платформ это происходит все, да. Я внимательно сейчас покажу. Ну вот смотрите, общее количество фотографий, сегодня посмотрели 718, да, видно фотографии, которые дневные, видно фотографии и общее количество фотографий, вот видите, сколько посмотрим, сейчас чуть больше 6 миллионов за то время, которое я нахожусь во Фликере. Ну и дальше общая статистика за все время, топовые фотографии, которые у меня есть. Вот по количеству фотографий, которые у меня всего сохранены, здесь это 34 тысячи, но открытых там порядка, по-моему, 3 или 5 тысяч, немного, да. Публичные 5700. Ну, они не все размещены в ну, дальше можете посмотреть количество видео. 1850 видео сохранено, но это в автоматом я сохранял. Сейчас, в принципе, можно почистить и удалить. Про-версия, кстати, не ограничена вообще никаким объемом. На данный момент, вот видите, 323, почти 324 гигабайта информации использовано. Как про-мембер я имею неограниченный объем. С января 2019 года я про-версию. Это что касается
видео, да, я все-таки не рекомендую, хотя короткие видео, конечно, интересны, но используйте для этого другие платформы, переходы, например, на Инстаграм, переходы на, ну, давайте на Инстаграм посмотрим, перейдет он на Инстаграм или нет. В Инстаграме короткие видео, короткие ролики, ну, без проблем. Ну, есть тут все у меня, видите, все. Все работает. Переход на Инстаграм. Ну, заходите на мой Инстаграм, если интересно, там все. В принципе, все, что нужно, есть. Дальше. Что касается дальше всего. Следующее. Этот аспект очень важен, и Сергей по этому поводу говорил. Это что касается авторских прав. Открывая любую из фотографий, например, такую, да, вы видите вот здесь внизу информацию, где вот здесь человечек, видите, некоторые права резервированы. Значит, есть сайт Creative Commons. Это сайт, который подробно рассказывает, что такое права, что такое Creative Commons. И какие виды лицензии, какие виды копирайта существуют. Выберите тот, который вы считаете себе подходящий. Если вы хотите все закрыть полностью, что эти фотографии принадлежат вам и использование в каких-то сторонних платформах запрещено, вы будете ставить тогда копирайт полный. Но на самом деле это ограничивает продвижение ваших фотографий на других сайтах, это ограничит вашу узнаваемость. Ну и, собственно говоря, для этого есть масса видов самого Creative Commons. На данный момент это можно сделать и в русскоязычном варианте, насколько я помню. Ну, вобьете, короче, есть на русском языке подробнейшее описание, что это такое, какие виды этого существуют. И, собственно говоря, вы можете посмотреть, подробно описать, что вообще, что это такое, какие нужно использовать. Это Global Network, сейчас посмотрим. Здесь есть поддержка, здесь есть по странам, вы можете посмотреть свойства, какие бывают. Так, я сейчас не буду отвлекать ваше внимание. Так, где? Вот, виды лицензий. Ну, я открыл... ну, в общем, все можете внимательно прочитать. Ничего сложного здесь нет, около 10 видов. В качестве примера здесь приведены, как это... Ну, вот смотрите, CC BY лицензия, да, вот такая, CC BY SA. Все это на русском варианте есть, вы можете открыть, без меня почитать. У меня выбрана определенная лицензия, хотя я год или полтора использовал полностью копирайт закрытый, но потом перешел все-таки на полурасширенную, ограниченную лицензию, поэтому, ну, имеется в виду ограничение, и все нормально, все хорошо. Так, ну, вернемся ко мне. Поэтому и следующее из этого вытекает наличие водяных знаков. Да? Водяные знаки это неприлично для Flickr, это для других каких-то вещей и для других систем интересно. Здесь это Creative Commons выполняет водяной знак гораздо эффективнее. Но это не ограничивает вашей возможности ставить какие-то свои логотипы, имеется в виду подписи и к вашим работам. Например, да, в расширенной версии, вот, например, вот эту фотографию возьмем, которую я сделал айфоном. Буквально вчера. Вот видите, у меня подписано лицевые фотографии 2021. Вот такой вид. Я, в принципе, даже без какого-то специального изготовления значка сделал. Хотя вы можете сделать свой значок, если хотите. Собственно говоря, здесь же вы можете посмотреть вот мою лицензию, которую выбрана. Sunlight Reserved. Да, вот такая штука. Можно почитать и выбрать. Какую-то фотографию кардинально вы можете на каждую фотографию поставить свою атрибуцию. Свой копирайт разного вида.
Поэтому, что касается водяных знаков, это бессмысленно для моего мнения. Ну, хотя некоторые используют, но Flickr это не поощряет водяные знаки. Рамки тоже какие-то яркие, не очень любят. Но в данном случае рамка у меня некий такой телевизор, который показывает, что все вокруг виртуальное, в том числе и город, по которому движутся люди. Ну, вот кто-то идет с ящиком, зомбоящиком, а кто-то идет в другую сторону. Ну, это уже не к этому имеет отношение. Значит, следующее. Если вы внимательно посмотрите на ленту, да, первое, что бросается, не на ленту, а на описание, вот количество подписчиков, да, 1700к подписались и 3200 я подписан. Вот эта цифра, на самом деле, она у меня плохая, потому что у меня в 2 раза больше на людей, на которых я подписывался. У людей, которые известные люди, и особенно широко известные, эта цифра может отличаться кардинально. То есть, например, у того же Карума там 55 тысяч подписчиков, но при этом 250 человек всего, на которых он подписан. Ну, откроем любую фотографию, да, например, вот эту. Вот видите, 2800 подписчиков и 718, 712 всего. Это не значит, что он их игнорирует. Он отбирает подписки, исходя из того, что когда вы имеете большое количество подписчиков, и когда вы нажимаете на верхний вот этот значок, у вас открывается лента людей, на которых вы подписаны. Это второй вариант вот в данном случае приложений. И, ну, здесь, видите, даже иногда вставки такие, нравится ли вам Flickr. Ну, иногда выскакивает. Сейчас мы не будем ничего делать, никаких отзывов. И для того, чтобы пролистать даже ленту, посмотреть, если у вас несколько сотен, у вас потребуется достаточно много времени. Да? Понятно, что не каждый день люди выкладывают, но некоторые там и каждый день, несколько раз в год. Но все равно это занимает время. Поэтому, если вы имеете такое гигантское количество подписок, то, собственно говоря, не факт, что вы пролистаете всю эту ленту. Она практически бесконечная. Да? Но, тем не менее, я действую по другому алгоритму. Я, как правило, кто мне что-то пишет, какие-то комментарии, вот я отправляю звоночки, да, и вот сегодня с утра, например, или за ночь я смотрю, кто мне что-то написал, что-то откомментировал, да, вот Сергей отметил, тут много моих работ, видать, начал смотреть. Спасибо Сергею. Так вот, и, собственно, за идею этого видео. Дальше, соответственно, я смотрю, да, кто-то просто посмотрел, что это за люди, если я какого-то не знаю, да, ну, я как бы могу посмотреть, чем человек занимается, что мне нравится, может быть, какие-то синтетические фотографии я не очень люблю, да, поэтому я так пролистнул, да. Но, например, видя какие-то тоже новых людей, или там людей, которых давно, увижу какую-то технику, кстати, на Павла Марта очень похожий стиль, очень похож, кстати. Необычный. Я могу что-то отметить, что-то написать и как бы посмотреть, что вообще произошло. Ну и дальше, если какие-то получаю комментарии, ну вот Сергей тут видите, сколько у меня отметил, я не буду сейчас пролистывать, я могу ответить на комментарий, посмотреть, что-то прописать. Соответственно, если кто-то что-то написал, я в ответ захожу, смотрю, ну, в качестве вежливости, ну вот, например, Альберт, нет, хорошо он как бы написал, мне понравился его комментарий про эту вещь. Ну вот я здесь привел слова Гёте, да, по поводу борьбы, по поводу того, что такое свобода, можете перевести. Шелла написала, что надеется, что у меня все хорошо. Понравился весь момент съемки. И здесь вот Альберт написал, что это какая-то очень угрожающая, страшная фотография. Formidable capture. Ну, я ему написал спасибо, мой друг, все хорошо. Это что касается простых подписок. Да? Они здесь не работают, они здесь не нужны, они только вредят. Поэтому, если вы хотите по такому же прийти, как в Инстаграме, идти, нет. Это не годится, Flickr это не любит, и Flickr любит активность вашу в реальном времени. Кстати, YouTube, если вы не знаете, тоже перешел на такую сортировку. Теперь подписчики, количество подписчиков влияет только на ваших рекламодателей. А реальный контент, реальное продвижение зависит от показаний реального времени просмотра и постоянных постоянных людей, которые вас именно смотрят. То есть реальности времени, one moment in time, то, что я говорил. Вот это будет самое главное, и в том числе и во Flickr. Значит, и, собственно говоря, я уже говорил про ошибку любитель про. Вы должны определиться, хотите быть любителем или хотите действительно продвигаться, это про. Про Creative Commons говорил, про водяные знаки тоже сказал. Про видео сказал, активность, оформление, комментарии, простые подписки. Ну и остается 9. 9 очень важное.
И здесь я могу сказать, что прежде чем я скажу о девятом, я еще пробегусь по еще каким-то, да, основам. Это сложное имя ник, то есть цифры, буквы всякие нельзя. Дальше, если у вас имя, как у Сергея, оно повторяющееся, например, вот я вам просто на примере покажу фотографии, которые он отметил, да, он тоже в том числе, да. Я обратил внимание, да, ну вот, например, такое название, Элиборн Феник for 15 миллионов просмотров. Ну, можно такое сделать, какой-то глаз, но на самом деле не очень, конечно, хороший вариант. Сергей Свиридов, да, ну вот, например, если мы возьмем в поиске, да, и как работает робот, там, вот, например, Сергей Свиридов. People. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 человек Сергея Свиридовых. Ни у одного Сергея Свиридова нет аватарки, чтобы зайти каждого проветрить, посмотреть, что это такое. Единственный человек, наверное, у которого там 2К фотос, есть вот такой, да. Чистая реклама какой-то конторы, то есть, ну, вирусный аккаунт, он бессмысленный, он будет на плинтусе все время лежать. Значит, что касается null followers, кстати, ни один человек не подписался. Поэтому, когда у вас есть такое часто употребляемое имя и фамилия, добавляйте какой-то знак. Делайте оформление канала обязательно, потому что система вас не узнает. Она будет считать, что вы один из вот этих свиридовых, которых здесь 8 человек, которые лежат, у них 0,0 везде. И, ну, в общем, вот про это я вам хотел сказать. Это очень плохо. Значит, если мы дальше пробежимся. Сложное имя ник, без фотографий, частая замена фото. Это влияет на вашу узнаваемость. Описание био я уже говорил. Ваши достижения, пожелания о работах, предупреждения, кстати, тех людей, которые вы будете использовать. Некоторые делают предупреждение, что мои фотографии нельзя использовать нигде без моего согласия. Вы можете это прямым текстом на любом языке написать. Значит, предупреждение. Фон обязательно, да. Дальше активность сети, периодичность работы и просматривание, да, я уже об этом говорил. Третье, комментарии людей, токсичность комментариев, это доброжелательная сеть, поэтому используйте ваши знания и используйте вашу культуру. Четвертое, видео, ресурсы для серверов. Я уже про это говорил, это не для Flickr. Пятое, про авторство, печать, программа отслеживания плагиата и воровства. Да, кстати, люди, которые занимаются этим, они должны понимать, что существует Pixel, программа, которая по подписке, она частично платная, частично не платная, которая в автоматическом режиме, в режиме робота отслеживает расположенные на других сайтах фотографии с вашего ресурса. Если у вас есть, скажем так, юридические основания, она может рассылать сразу в выплаты или направлять жалобы на удаление контента. Это все робот делает автоматом за вас, поэтому у меня тоже, я вот ей пользовался полгода, она там нашла порядка, по-моему, из там, по-моему, 1000 фотографий я выложил бесплатно, которые отслеживаю. Ну, там от 500 она находит каждый месяц, собственно говоря. Некоторым я описал, некоторые сразу поудаляли с сайтов. Кто-то, кто хотел использовать для каких-то коммерческих продуктов, альбомы компакт-дисков, там еще что-то, оформление сайтов. В принципе, я пишу, как бы, и вы точно так же можете все это сделать. Поэтому, ребята, не занимайтесь ерундой. Если вы хотите на нас, на фотографах, зарабатывать свои деньги, я вас уверяю, что система это все пишет, сохраняет и не удаляет. Но если найдется потом время у вас подписаться на эту программу, то я думаю, достаточно быстро вы вернете свои средства и даже приумножите. Найдете все в интернете. Значит, дальше. Комментарии людей и токсичность. Я уже говорил про это. Так, про авторство, печать, программа отслеживания плагиата и воровства тоже сказал. Кто вы? Прохожий или творец? Профессионал? Ну, собственно говоря, Explorer. По Explorer я уже записывал видео, говорил, что количество в Explorer профессионалов практически около 80%, поэтому если вы хотите попадать в Explorer, это не официальные данные, но по моему наблюдению это так. Любителей оставляются достаточно маленький объем. Я записывал видео и подсчитывал статистику, сколько тысяч человек в Explorer, сколько зарегистрировано, дальше это пересчитывал. Ну, у меня получилось, что порядка, вариант новичку попасть в Explorer, как в принципе любой человек, он должен туда попасть рано или поздно, потому что Flickr продвигает. И я, смотрите об этом видео, как продвигает через свои специальные группы, которые сделал сам Flickr.
Например, есть в Explorer, если вы зайдете сюда, вы можете посмотреть, во-первых, галереи Flickr, их достаточно много, да? Вот они, видите, все. Это галереи, которые продвигает сам Flickr. Вы можете с них начать. И дальше есть еще интересные тренды, да? Ну, это я вкратце просто в сторону ушел. Ну, я рекомендую посмотреть остальные мои видео, там, в принципе, про все это есть. Но сегодня мы говорим про грубых ошибках. И дальше девятое, самое важное, это целеполагание вашего фликера. Для чего он вам нужен? Определитесь, что вы хотите. Если вы хотите здесь что-то продавать, вы можете использовать ресурсы сторонние фликера. Здесь есть Prints раздел. Да? Вы можете отправлять, и те лаборатории в мире, которые занимаются, они могут вам все это помочь сделать. Я использую местную лабораторию, которой я пользуюсь для печати. Если кто-то заказывает, извиняюсь, мои фотографии, вы можете все это внимательно изучить. Ну и, соответственно, если вы хотите как фотограф вести себя, то определитесь, что вы хотите для этого. Какие вам нужны условия, что вы хотите делать. Или вы просто хотите котиков выкладывать, или там какой-то мусор, которого достаточно много во фликере. Ну, не знаю, я не вижу смысла в этом никакого. И, наверное, скорее всего, это вы попадете в то 99% людей, которые, ну, собственно говоря, они не нужны никому. И, собственно говоря, как бы люди, которые просто создают какой-то мусор. Ну, не знаю, я не вижу смысла в этом абсолютно никакого. Я думаю, что те люди, которые будут смотреть это видео, тоже меня поддержат. Поэтому в моей ленте, вот если вот откроете даже, ну, есть, конечно, да, какие-то любительские фотографии, потому что, но в основном я отбираю людей, которые действительно что-то создают, что-то творят и что-то хотят сделать. Но, тем не менее, попадаются какие-то фотографии. И многие говорят, вот, я завтра начну, послезавтра, я не готов, мой уровень мастерства не готов. Ребята, если вы открыли аккаунт, если вы ничего не делаете, вы сразу попадаете на плинтус. Если вы проходите там день, 2, 3, 4, ничего не делаете, вы попадаете на самое дно, потом вам выкарабкаться будет очень сложно. Я вам по опыту могу сказать на ютубе, по опыту на том же фликере, да, если вы забросите его, то подняться наверх вам будет чрезвычайно сложно. И у вас уйдет в десятки раз больше времени нахождения на платформе, именно не просто количество дней, сколько вы там по секунде открываете, а часы и сотни, тысячи часов. Поэтому не делайте это. Если вы не готовы к этому, не делайте аккаунт и не занимайтесь. Если вы хотите идти вперед, открывать новые миры, создавать что-то новое, творить что-то и получать новые данные, новые материи, новые сферы, попадать в Explorer, в ленту, регулярно причем, а каждое попадание в Explorer приносит десятки, а некоторым сотни людей, дополнительных людей, поклонников, которые будут смотреть ваши работы, восхищаться, комментировать. И все практически мировые журналы, все арт-галереи, все они имеют отношение, в том числе и контролируют то, что происходит на фликере. Пусть вам рассказывают сказки, что здесь ничего нет, но Flickr это гигантская библиотека знаний, гигантская библиотека фотографий и всего остального. Надеюсь, что мое видео будет вам полезно, друзья. Пишите в комментариях на моем канале, пишите в комментариях, задавайте, я обязательно посмотрю. Но кто что-то не нашел, открывайте мой плейлист про Flickr, там все есть. Всем спасибо, друзья. Надеюсь, что этот день у вас будет хороший, так же, как и вчера у меня день интересный. Ну и в завершение я вот покажу вам, для чего люди занимаются фотографией.